Да, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас встреча с Бханте Мета. На вопросы и ответы сегодня. Hello, dear Bhante. Oh, hello everybody. Very nice to meet you all. Да, всем здравствуйте, всех очень рад видеть. Okay, then we start with the first question. Да, тогда мы сразу перейдем к вопросу. И первый вопрос на сегодня это: уважаемый Бханте, расскажите, пожалуйста, про методики, которые применяются при заучивании наизусть текстов в Тхераваде. And Bhante, the first question today is, Venerable Bhante, could you please talk about the methods used for memorizing text in the Theravada tradition, like methods for text memorization? Uh-huh. So I don't know almost all. I don't know. Ну, почти все я не знаю. But what were taught to us, and then how to say and what I've heard of, I'll share. Но то, чему меня обучали, то, что я слышал, я So the most one of the best methods is mentioned. You rewrite it. И один из самых лучших методов, который упоминается, это их записывать. Or you how to say you how to say sajjayana. Sajjayana means like parita. These parita also suttas, no? So how to say you chant them? Yeah, you chant them. Мгм. You chant, Ну и yeah, вот, chanting. So и это следующее, это вот, ну, называется санджая. Это как с паритами, вот то, что тоже сделают паритами, это чантинг этих текстов, вот, потому что париты — это тоже сутты. Вот это их, чантинг или их как пропевание, наверное, тоже можно сказать. or when like young monks and all with a senior monk, they chant together. Ну и молодые монахи с старшими монахами, они вот делают чантинг вместе. Or after senior or like person who knows, they chant after. Или после старших монахов, там, ну, или человек, или даже могут это делать люди, которые знают, они, то есть, делают чантинг после них. Even we were asked to go in the open. And luckily, there were like a lot of places with trees and all, then people were far away. So you go to the open place and then you take one of like Tipitaka books of the teaching and you say it out very loudly. М. Ну и нас тоже так обучали, и, когда нас обучали, тоже и просили, чтобы мы шли куда-то в открытые там местности, там, где нету людей, там, или там, ну, где нет людей в округе, там, в лес, например, и тоже брали с собой книгу, трипитаку и проговаривали тексты очень громко. And I remember I was asked to go to a place where there are a lot of trees and think like trees are people. And I was like asked to read it loud as if you are trying to teach them or giving a Dhamma talk. И еще я помню тоже меня просили, когда обучали, идти в лес и, ну, там, где деревья, и как бы тоже проговаривать эти тексты громко вслух и представить, как будто бы эти деревья — это люди, а, которых ты обучаешь. And I remember I said it so loud that there was a bit farther a village, no? And some people actually came and asked like, is there something happening here today? И я помню то, что я тогда
проговаривал их там очень громко, настолько громко, что люди в деревне, которая была поблизости, там это услышали люди в этой деревне, они пришли и как бы, да, думали, что что-то произошло, спрашивали, да, там, не произошло ли что-то здесь. And then there's like you can study. И другое это то, что вы можете их изучать, заучивать. So the best way of studying is they say take a Tipitaka book И самый лучший способ изучения это, как говорят, это то, что взять книгу Трипитаки, and then you take this commentary as well as the sub commentary. и потом вы также еще берете комментарии, а также и подкомментарии. And if possible, go word by word or sentence by sentence. И если возможно, то читайте слово за словом, предложение за предложением. And then also you don't forget easily. И тогда вы это тоже так просто легко не забудете. Or you try to memorize them. Или еще вы можете стараться их наизусть запоминать. You look at the book and you recite it, and then you close with closed eyes, you recite it by mind. Вы берете книгу, читаете и проговариваете это вслух, потом вы закрываете глаза и также это еще проговариваете уже закрытыми глазами. But even through practicing meditation or going to deeper stages in meditation, these parts of this Tipitaka and all are actually covered. Но когда вы практикуете медитацию и в особенности на глубоких стадиях медитации, вот эти вот части трипитаки, они таким образом тоже покрываются. So these, if learned by experience, there's very little chance you can forget. Если вы это выучили как раз-таки на опыте, то есть очень небольшой шанс только того, что вы это забудете. And the best way is if you get enlightened. That is the А, most perfect way, no? Самый лучший способ, самый идеальный способ это если вы достигнете просветления. Or even become a Buddha. That is the ultimate way. Или даже если станете Буддой, это такой самый, Uh, самый да, надежный способ. then they can, the Buddhas, they don't just say all these teachings are Buddha's teachings, no? So that also they don't just say. They check what the previous Buddhas have said, and they check what will the future Buddhas will say, and then only they proclaim or say or preach. Ну и Будды, когда они проповедуют, они не просто что-то говорят, они еще перед этим также проверяют, что говорили Будды прошлого, что будут говорить Будды будущего, и потом, после этой такой проверки, они это говорят. So these are the methods I came across. Но это вот те методы, с которыми я встречался. But there can be many more even. Но их может быть еще гораздо больше. Okay. Окей, Бханте? Тогда мы переходим к следующему вопросу. В фотографиях, что в некоторых храмах медитируют в стене. Bhante, the next question is, I've seen in photos that in some temples, people meditate while sitting facing the wall. Why is that? It's like they sit in front of the wall. And I think it's probably in In Zen Zen temples. practices also they do this. Вот в практиках дзен они так делают. With open eyes, they look at
like a bare wall, or like without any pictures and all those things, like a clear wall. И с открытыми глазами они смотрят на чистую стену, то есть там, где нет никаких картинок, ничего. And then sometimes they really stay close to the wall, not very far also. А иногда они еще при этом находятся близко к этой стене, не слишком далеко. But there is a process of getting used to it. Но тут тоже есть процесс привыкания к этому. So meditation can be practiced with open eyes, half open, closed eyes. Медитацию можно практиковать с открытыми глазами, полузакрытыми глазами и закрытыми глазами. So even in normal circumstances, when some person is with open eyes and then some person asks, hey, hey, what are you daydreaming? Ну, They иногда, ask, right? может быть, даже в обычных ситуациях, что человек может находиться с открытыми глазами, и кто-то может у него спросить там, что ты мечтаешь. Or in schools and all day, the teachers ask like, hey, are you here or somewhere else, no? From children also. Или в школах там учителя спрашивают там: "Эй, вы тут или вы находитесь где-то в другом месте?" So what happens is, even if we have open eyes, our mind can be with the heart base or in the heart base. И что тут происходит? Это то, что даже если там у нас открыты глаза, то ум все равно может находиться, при этом в сердечной, основе, находиться с сердечной, основой. And there are very rare cases like some people sleep with open eyes. Or children, little children, you have to train them, like especially children, to close their eyes. So some people like even adults, very rarely, not much common, but they sleep with open eyes. Мгм. А еще в очень редких, случаях там некоторые люди, они спят даже с открытыми глазами. Такое может происходить, с детьми, и тогда их еще специально, учат, тренируют, чтобы они закрывали глаза, чтобы не спали с открытыми глазами. But Но иногда в редких случаях может быть и такое there are instances some people faint and then still they are with open eyes. Sometimes the eyeballs go up. It's like a bit frightening also, but the eyes are open, right? And they are fainted. Huh? Мгм. So, but that doesn't mean the thought process or anything stop. It's in the heart base. Ну, или еще может такое быть, то что человек там может потерять сознание, но при этом находиться, тоже у него глаза будут открыты или там глаза могут, закатиться. Вот. Но это не значит, что умственный процесс, он, остановился, он, происходит, даже несмотря на то, что глаза открыты. Uh, so, because the mind stream or chitta viti, even with the eye, most of it happens in the heart base. That lineup of thought on that pattern, only eye consciousness happens here. The other, all the process that happens and the after part happens in the heart base. Ну и даже вот, умственный процесс, ну, там, читта-види, который, связан с, глазами, он только начинается в глазах, то есть сознание, глаза возникает в глазах, а потом весь последующий, а, умственный, процесс, он уже происходит в сердечной основе. It's called Panchadwarika or five sense door mind stream. Chitta Это viti. называется панчадварика, читтавиди, то есть, это умственный, процесс, а, 5 дверей чувств. So, but even if that happens, after that, following that, there will be many, many more associating or after that. Say some image comes to the eye, or color, actually we talked about this, no, the color factor meets the eye sense faculty,
particle, right? You're talking to these things, right? So it's interesting. So we can get an idea of it also now, right? So all the recognition, what happens, all these things, there will be like plenty of mind streams, not only one mind, following up after this. This could be one, but that also lot of things. The first part and the last part also linked up with the heart base. And there will be like thousands and thousands of mind streams in the heart base regarding this, what made the eyes and stuff. Ну и вот так же, как мы уже тоже до этого обсуждали, если, например, мы что-то видим, на самом деле, да, тут наш глаз отмечает цвета, видит только цвета, и сначала вот это сознание глаза, оно только тут возникает, а потом уже все остальное уже происходит дальше в сердечной основе. Все остальные процессы, там распознавание и так далее. И там только это может быть не только там один умственный процесс, их там может быть тысячи, которые следуют за вот этим вот. And since meditation is done mainly on the heart with the heart base, it's easy to do even if with open eyes. It's so easy to do with because it's associated with the heart base. И так как медитация, она происходит вот как раз-таки с сердечной основе, связана с сердечной основой, и поэтому это так тоже просто практиковать медитацию даже с открытыми глазами. So, for example, see, like sometimes, like we see something, maybe the sea or a river or a lake, or for example, the sea, ocean, and goes far and wide. But still, it has for some people a cooling, soothing effect, no? And they are able to relax, right? It's not they were drifted in the ocean or something, no? They were not swimming or anything, just by looking at it. Huh? And then some people, it can trigger some memories, even if they are looking there. Some even negative memories, right? If something bad happened or some shipwreck or something, no, some accident, uh, they can, or even some other memory can also arise in a positive way as well as a negative way. But meditation is a positive thing, eh? So even if the person is looking far and wide, it can trigger either good or bad memories, which are thoughts. Ну и там, если человек, он смотрит на океан или там на озеро, на реку и смотрит именно вдаль, то кого-то это может успокаивать, именно, да, иметь такой успокаивающий эффект, вот. Но для кого-то это может и иметь другой результат, кто-то может наоборот из-за этого там приходить, там начинать беспокоиться, если там, ну, это может вызывать какие-то там воспоминания из прошлого, если там было, например, что-то неприятно с этим связано, там, кораблекрушение, или какие-то другие неприятные, моменты. Вот. Ну, то есть, когда так человек смотрит, вдаль. And even in normal circumstances, see you see something outside, you're looking at something outside, then suddenly memories come from inside, no? You're looking at even a person or some object, or you can look at your old school maybe, and all memories start coming, no? But you're looking at that, or art, or anything, or something on television or internet. Or you just think like something physical even. Maybe a person across the street, somebody you knew. Then what happens? This start coming for. So why not meditation?
Ну и поэтому, ну, иногда тоже там, ну и в обычной ситуации, если вы там что-то видите, например, какую-то картину, то при этом могут возникать воспоминания. То есть вы видите внешний объект, но воспоминания, они уже возникают внутри, или там вы видите какую-то свою школу, например, у вас возникают какие-то воспоминания, или видите там человека на противоположной стороне улицы, и тоже могут возникать воспоминания уже, которые возникают внутри. Если так происходит, а, ну вот и в обычной жизни, то почему такого не может быть с медитацией? Yeah, there was a question that came maybe related to this Which, in the chat. Bhante, you mean like in the chat? Yeah, if it's related, we can answer it now or later, even no problem. So the question is, Bhante, what does it mean meditation in the heart base? Is it some separate technique? Uh-huh. Maybe we can answer that and go to the next, right? Да, ну я сейчас тоже вопрос в чате. Здравствуйте, Банте, что значит медитация в сердечной основе? Это отдельная техника. Вот. Ну и Банте сейчас тогда а, пояснит. Мгм. No, it's just say like it's the normal process. What happens in our day-to-day activities also is the same. А, Нет, это обычный процесс, который происходит и также происходит и в нашей повседневной деятельности. Это все то же самое. Uh, for example, okay, suddenly a fruit falls from a tree. Ну, например, внезапно фрукт упал с дерева, So see, think you saw it from your eyes. и вы это видели вашими глазами. So as a child, maybe we didn't recognize. И, может быть, как as a children, we maybe. As a child, we didn't recognize what it was, right? Но если мы, как, например, ребенок, то мы не распознали, что это такое было. Maybe we took it by our hand, we checked it and felt it or smelled it. Ну, может быть, мы взяли его своими руками, как-то проверили, потрогали, там, может, понюхали, попробовали на вкус. Even ate it, no? Да, и даже, может быть, стали есть его. Or we take it to an adult and we ask like, what is this, no? Или мы принесли этот фрукт как взрослым спросили, что это такое. And that all that information gathers in the heart base. И вся эта информация, она скапливается в сердечной основе. So now say like you see a fruit falling and we Ну, recognize it very quickly, no? ну и потом, после этого, когда то, что фрукт падает, то вы это распознаете очень, очень быстро, что Or это. even if you feel the smell of it or touch of it or the taste of it. Или даже если вы чувствуете его запах, или вы там прикоснулись к нему, или вкус его. Mhm. So for example, like even if we are closed eyes and we don't see, we smell like maybe a mango or apple or some nice fruit. We feel the smell of it and we quickly recognize, no? Even if we cannot see. Ну, например, если у нас там закрыты глаза, и мы чувствуем запах какого-то фрукта, например, там манго или яблоко, и мы при этом быстро это распознаем. Даже если мы не видим этот фрукт, но мы все равно быстро его распознаем. So these come all from the heart base. И все это приходит из сердечной основы. So think like meditation also. Ну и подумайте теперь о медитации. For example, like a casino and all, you can take the object from outside. Ну, например, кассино, вы можете взять этот объект снаружи, But the idea is you take it from outside and you practice with closed eyes.
Но идея заключается в том, то, что вы берете этот объект снаружи, но вы практикуете с закрытыми глазами. That is to take the imprint into your heart base. Это все для того, чтобы взять этот отпечаток в свою сердечную основу. Later, even without the external object, we can just take exactly like similar looking mind object just from the heart base, the cousin also. Ну и уже позже мы будем способны даже, несмотря на внешний объект, сразу брать этот отпечаток уже сразу в сердечной основе, в точности такой же объект, умственный объект. For example, the breath meditation. Ну и, например, медитация на дыхании. So we talked about this also, Vasilino, in our discussions. Ну и мы говорили уже об этом в наших обсуждениях. So actually here, though we think we feel something, we feel earth element, fire element, and air element. Ну и тут, когда мы говорим о том, то, что мы что-то здесь чувствуем в этой области, то на самом деле то, что мы чувствуем, это элемент земли, элемент огня, элемент воздуха. But with closed eyes, how can you recollect or be aware? Okay, this is a long breath. This is a short breath. Was warmer. This was colder. This came from this nostril. This came from. We are with closed eyes, right? It's like how we with closed eyes can recognize it. Yeah, exactly. Because we are even if Да, you are ну, practicing with closed eyes, we know this is long breath. This is short breath. This came from this nostril or that nostril or both, or it's warmer or colder. We can know it, right? This ну was и in breath, this was out breath. Ну и даже когда мы практикуем с закрытыми глазами, мы все равно знаем, понимаем, что это короткое дыхание, это там длинное дыхание, но там было потеплее, похолоднее, но зашло через эту ноздрю или там через другую ноздрю, все равно мы это можем распознавать. And definitely mindfulness, awareness, even concentration, patibhaga objects, jhana, vipassana, magapala, all these are known by the heart base. These five senses are very weak. М. Ну и все такое, как осознанность, концентрация, джана, патибага, Object, объект, випассана. Это все, да, все magapala, происходит, магапала, да, это все nibbana, происходит в сердечной nibbana, основе, да, nibbana еще also. ниббана, да, Uh-huh. ниббана. И это все происходит в All сердечной основе, потому что наши, да, опять две чувства, они слабые. uh, even no in without even meditation, the past, the future, what is happening now, all are known by the heart base. И даже все там, да, вне медитации, там, прошлое, будущее, что происходит сейчас, это все в да, сердечной основе. So most part of the meditation is actually, when if you try to take external object, most part of the meditation is associated with the heart base. Ну и на самом деле вот большая часть, основная часть медитации, там, может быть, за исключением, когда вы берете внешний объект, но вот основная большая часть медитации, она уже связана вот с сердечной основой. That's why more deeper and deeper we go, the five sense those actually start shutting down. Not they are dying off И, or anything. Just shut down.
И поэтому чем дальше мы продвигаемся, тем больше начинают закрываться опять двери чувств. Это не то, что они там умирают, там ничего такого, но они просто начинают да, закрываться. Okay, thank you, Bante. Should we go then to the next Sure, question? sure. Uh-huh. Да, тогда перейдем к следующему вопросу. Добрый день. При просмотре этой лекции возник вопрос, что означает фиолетовый цвет роба монаха, или другой вопрос, почему такой цвет? Понимаю, что вопрос праздный, но очень интересно. Так, это была речь о цвете робы Саяда Кумара и Банса. Да, это был комментарий к видео. Yeah, Bante, the next question is, uh, uh, good afternoon. While watching this lecture, yeah, Bante, a little bit of context. It was a question related to, we posted some video, I think, in our group with a lecture of Ukumara Vibansa. Our Uh-huh. person probably joined actually our Zoom meeting that we Sure, organized sure. with Ukumara Vibansa Sayadaw. Yeah, though. And Uh-huh. the question is basically related to this video. And the person is asking, while watching this lecture, a question came to my mind. What does the purple color of the monk's robe signify? Or to put it differently, why this particular color? So actually, I think it's not purple. I have not seen Seattle wearing purple actually. Ну, я не думаю, что это фиолетовый. Я на самом деле не видел, чтобы Саяда носил фиолетовый цвет. Yeah, Bante, it was like more like your type Yeah, no, of this is also color. from Yeah, that, yeah, yeah, yeah. yeah, that color. Ага. Мгм. And Да, ну то Seattle is есть, very particular about Vinaya and all, no? м, ну и вот, да, я думаю, что это был, ну вот этот цвет, вот как вот Банте показывает, как у Банте роба, то есть что это не был фиолетовый цвет, да. Вот Саяда, он очень внимательно относится к Винае. So, in Vinaya, there is like a standard way of telling like these colors are suitable. Ну и вина есть вот как бы стандарт, который говорит, какие цвета допустимо подходят. So usually it was the colors of the like the dyes that they use. Usually it's like how to say like a stain color. Stain color. Stain means like when you have tea and all fall onto like a piece of paper or a piece of like there's a stain, no? Kasata they call Ага. like a stain. Like you say you take some tea leaves or something on the tea bag, or if it falls like a drop falls on a piece of cloth, there's a stain, no, a mark. That's or Ага. even things like even if Ага. blood or something falls or soil or something, there's like a patch that leaves uh, a stain they call, right? Ага. Мгм. So Yeah. likewise, these And this is kind of when you stain color. yeah, And this like is it's stain supposed color. to yeah, it's supposed to be a stain of a bark or a tree. Uh, the color is like supposed to be that. Ага. Ну и получается, вот эти вот цвета, они должны быть как цвет, ну, вот эти вот красители, которые используются, вот этот вот цвет должен быть как пятно, вот, которое там оставляют там а, м, кора, кора дерева, то есть такой And in some цвет, как бы places, цвет sorry, пятна. in some places it's mentioned according to those traditions and teachers. И в некоторых местах это все упоминается в соответствии с той традицией и учителем.
and definitions. и определения. So they use like from light yellow, orange, red, all the way right up to dark brown. Ну и они используют, начиная от от светло-желтого, потом там оранжевого, yeah, Pante? Yeah. Hello. Pante, can you hear me? Okay. Oh yeah, sure. Yeah, and and then like orange, then red, and then All the way right up to dark light brown. yellow. Да, да, оранжевый, там красный, и потом и так далее, вплоть до темно-коричневого. But there are specifically said like blue, green, those colors. It is not suitable. И там специально говорится, что такие цвета, как голубой, зеленый, они не подходят. So in some places, like the shoot of a plant, like the red banyan tree, or red ironwood tree. Sorry, it has a red color. So this is also mentioned. So that's why some monks they wear like red colored robes, more towards red color. You said shoot, Bante, red shoot, or it's Yeah, like about no, like the shoot of like the young leaves, very young leaves, no? Very young like leaf. like a sprout, kind of. Yeah, like a sprout, but it's more like a leaf, not like just the stem. Like the leaves, first leaves that are coming up, no? Sometimes you see that it's reddish in color. So in some places, this is also mentioned. Okay, and Bante, also the name of the tree is ironwood, you said? Yeah, Oh, like very okay, so I need to translate this ironwood. Or just say like a specific tree that has red colored. Ну, есть тоже еще некоторые деревья, у которых ростки тоже, которые, допустим, использовать ростки, листочки, они красноватые, тоже такой, да, красноватый. Это дерево iron tree, вот по-английски. По-русски, наверное, так, не знаю, железное дерево. Специфичное название. Okay, no? And sorry, then before it was actually to remove the value of the robe. Ну и вот до этого это все было для того, чтобы обесценить саму монашескую робу, чтобы не было у нее ценности. Even if you got a very expensive fabric, you may boil it and dye it and take, and that removes the value of the fabric. Даже если вы получили какую-то дорогую ткань, то вы все равно эту ткань ее так, да, провариваете, кипятите, красите так, что вы тоже вот эту ценность этой ткани да, пропадает. And before that, you cut it into small parts also. Но еще до этого вы также ее нарезаете на мелкие кусочки. And then, like some monks, they practice like strong ascetic practices, dhutanga. Ну, некоторые монахи, они еще практикуют строгие аскетические практики тхутанга. They used to go to the cemeteries and collect clothing there. Ну, и они ходили на кладбище и собирали ткань там. Then what happens is there are germs in that.
Ну и потом, что происходит, это там есть различные бактерии, So then what happens to disinfect? и для того, чтобы это дезинфицировать, And not only that, there can be different pieces of cloth you don't find exactly, no? So maybe from different places, maybe sometimes bits and pieces. So to make them all even, you put the same kind of color. мгм. Ну, не только это, еще то, что таким образом они могли находить эти куски ткани в различных местах, они могли быть разного материала, разного цвета, и поэтому таким вот образом их тоже еще там окрашивали, чтобы они приобретали все один и тот же цвет. And even in a community, when they are all wearing kind of like the same, there's a similarity there also. Ну и там также, когда они в рамках одной группы, одного сообщества носят одно и то же, то в этом есть схоже. Okay, no? Okay, there was some activity in the chat. Ah. So I think This questions Bhante not big. Saranasila was also here, no? He would also have given some nice answers, no? Mm. Yeah. And the Sultana shared the iron tree, photo of iron tree in the Okay, group. okay. Uh-huh. Да, ну вот, да, Султан отправил в группе, видимо, это как раз-таки это железное дерево, про которое говорил Бханте. Да, спасибо. And then Bhante question, I think it's not really related to the topic and we can just put it to the queue. Not to concept it. Or the thing, Anything. Yeah. But if this person is present here, it's okay. We can Mhm. answer this and go because this person is here, no? Yeah, this So person is here, yeah. Okay. yeah, Да, yeah. Maybe we тогда, answer and go, no? да, просто обычно мы идем по списку вопросов, вот, Станислав, да, и которые задавали заранее. Вот, но Банте говорит, да, то, что так как вы тут сейчас присутствуете, вот Банте ответит на ваш вопрос. Вот, и получается в чате вопрос такой, Банте, как мне концептуально медитировать на дыхание на стадии успокоения телесного восприятия? Bante, how not to conceptually meditate on the breath at the stage of calm and bodily perception. Sorry? Bante, how to yeah, Stanislav also put this put in Russian, and he also put this translation to the chat, directly to the chat. And the question is Bante, how not to conceptually meditate on the breath at the stage of calming bodily perception. Okay. We'll try to answer as it is, eh? And Да, how мы to постараемся. conceptually meditate, how to not to conceptually meditate, no? On the breath, how not Мгм. to conceptually meditate at the stage of calming bodily perceptions. Okay, we can give answer. Hopefully the translation is like that. Hello? Hello, But Vasily, can you hear? can you hear me? Yeah, Yeah, something yeah. briefly. Yeah. Okay. Bante, So we please can tell also like, ask for clarifications if if, needed. yeah, sure. Please ask like if this person wants to Да, talk also. Станислав, да, может, сможете пояснить ваши вопросы, можете, да, как бы там голосом или можете написать тоже в чате. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да, Станислав, вас не слышно. Было слышно только It, здравствуйте. Да, it's okay, no? А вот сейчас слышно, да? да, сейчас слышно, да. Ага. Это я занимаюсь по книге Чуладасы «Свет ума», и там говорится, что вот нужно ощущать дыхание не как дыхание, как концепцию, а ну, вот, как ощущение или вот, ну, не концептуально, как-то постепенно. То есть это имеется в виду ощущение или еще что-то? Вот я хотел бы вот А, этот вопрос уточнить, если возможно. Хорошо, то есть как бы дыхание не как Да, не, концепция не как советуется. концепция, да, Ага, дыхания, а как вот как-то не концептуально вот нужно, не ну, концептуально. Ага, постепенно нужно, да, ощущать. То есть ага. дыхание в носу имеется в виду. Но я как понял, это только на ощущениях тогда. То есть Мгм, ощущается не как дыхание, полный путь, а именно только на ощущениях. Или вот еще что-то имеется в виду. мгм. Ну, да, все вроде понятно, да, спасибо. Мгм. Uh, Bhante, so Stanislav is now um, practicing according to the book The Light of Mind by Chuladasa. Uh, Mhm. and so basically in this book, it's actually recommended that reading meditation should on the breath as not on conceptual level, breath as not a concept. Um, it's like the thing in the nostrils, not on conceptual, like as a concept. Mhm. Does it mean that it's not maybe should be only like meditation sensations or maybe something else? Uh, Mhm. is it clear? No, not. Not very much, but now it's like bit As different from the question also. But maybe I'll just try to answer according to the question. Huh? So please tell Vasily, breath is a concept. Да, и ну, вот дыхание это концепт. Ага. Because when you talk Paramatha, uh, it is much more subtler. Но когда мы говорим о параматхе, это все гораздо более тонко. So when you take Vayu Dhatu, like the Paramatha ultimate reality of air element, we don't talk about a breath that is going in and out. Ну и когда мы тут говорим, например, о вая дату, Dhatu. там элементе воздуха то есть тут мы уже не говорим о дыхании не говорим о дыхании на концептуальном уровне. So we don't talk here already on the breath on the conceptual level when we talk about vaya datu. Yeah, we don't talk about a breath. Yeah, like we don't А, talk about the in breath, out breath when you're talking about Vayu Dhatu. Eh? ага, ага. То есть да, мы уже тут на этом, когда мы говорим о vaya datu, мы уже тут не говорим там о вдохе, выдохе. Yeah. So then please tell like so uh, uh, but still we can talk about breath. Но все равно мы можем говорить о дыхании. It's like talking about a table, and the same table you can talk about the pieces of wood, and then if you chop it down to like matchsticks, you can talk about matchsticks. If you ground the table, you can talk about sawdust, right? About what? Sodas? Like А, powder, wood powder. ага, ага. Ну, это также, например, ну, привести можно такой пример. Если там можно говорить о столе, вот столе, как да, о столе, но если там его поделить там на как-то расщепить, то
маленьких кусочков, вот, то тогда это, да, будут маленькие, да, будем говорить о этих маленьких кусочках, или потом, если еще больше расщепить его, этот стол, до совсем порошка, то тут уже как будет уже, да, общаться о порошке речь. And then, for example, when you talk about the 6 types of factors that the air element is dominant, it is talked about asvasa prasvasa or inhale exhale, but it is talked, you get what I mean, no? When you talk about the 6 parts in a person, that the air element is dominant, then you talk about inhale and exhale. There are 20 parts that the earth element is prominent, right? Then 12 parts, the water element is prominent. 4 parts, the fire element is prominent. And then there are 6 parts, but it's about the prominency. Okay? Like bodily parts. Yeah, like talking about bodily parts, yeah. Да, но если, но когда вы уже говорите об там, частях тела, где преобладает, где наиболее выделяется элемент воздуха, вот из там 32 частях тела, там, где именно о частях, где именно выделяется элемент воздуха, то тут вы уже говорите о вдохе и выдохе. So maybe this person is mentioning calming bodily sensations, then perceptions, calming bodily, because perception, we cannot say we are calming perception. It's a identification or a recollection of things, even experience. So we cannot calm that. Maybe the sensations, they become more subtler by the breath. So maybe this person is referring to sensations. So like we talk about different types of rupa, with a wholesome object, the outcome can be much more soothing or calming. So the sensation, they can become like Sukuma Rupa, no? Lahuta, Mudita, Kammanta, we talked last time. With a wholesome object, these kind of sensations arise. Or these kind of Rupa, because of those Rupa, these kinds of sensation arises in the body. Then it's calming and soothing. Ну и, возможно, ну, вот как бы если возвращаясь к самому вопросу, вот успокоение телесного восприятия, то само восприятие — это вот, ну, умственный процесс, он не может быть успокоен. Вот, но, возможно, тут речь идет именно об успокоении там телесных ощущений. И так как дыхание — это, ну, благой объект, то когда происходит вот именно, когда медитация на каком-то благом объекте, то тогда и телесные как бы там восприятия, они становятся более приятные, утонченные, вот, сукхама, рупа, вот, возможно, это об этом. Bhante, I think sometimes they say about breathing as a concept. I also like heard it like several times, but I don't really know what this is like means also. So but, the breath is a concept. Breath is a concept. It's Да, not ну тоже, ultimate reality. да, тоже Бханте вот сказал то, что тоже несколько раз слышал, что некоторые там, учителя говорят про дыхание как про концепт. Вот. Ну и Бханте говорит, да, дыхание это концепт, да, это не конечная действительность. And then perception, it can
recognize, it can identify, it can bring memory back again, recollection. И восприятие, оно может распознавать, Identify. может идентифицировать, может как бы доставать, наверное, из памяти эти восприятия, да, поднимать восприятие, извините, воспоминания. So Память. either good, pleasant or unpleasant, calming or how to say disrupting or like in turmoil. But the same recollection or memory or how to say the same even the experience, perception can bring it back. Either it's good or bad, calming or unpleasant. The perception can bring it back. Но, то есть это, ну, может быть что-то плохое, что-то какой-то, может быть, плохой опыт или какой-то хороший опыт, и вне зависимости от этого восприятие, оно может его обратно, ну, как бы, да, принести в ум. Bhante, bringing back meaning here that the person will start to feel the same way as it was before, basically. Yeah? But it's not the Like, same. It seems similar, like a mirage. Okay. It looks like water, but it's not water. Ну, то есть то, что человек начнет похожим образом ощущать, вот так как в соответствии вот с этим вот воспоминанием пережитым, что он пережил до этого, но это все равно, это как мираж. Это будет не такое же, не такое же ощущение, но это будет, ну, похоже. То есть это как вода, похоже на воду, но это не будет водой. Maybe this was not the answer this person was expecting. И, может быть, это не был тот ответ, который ожидал этот человек. Maybe in that book or the practice they have explained it in a different way. И, может быть, ну вот в этой книге, вот в этой практике это объясняется другим способом. But from the things we gathered, I was just trying to explain those kind of wordings that are there. Но that we get it, I mean, Bhante, that, Like through practice and training. но тот опыт, который, ну, то есть я просто постарался это объяснить в соответствии вот с теми знаниями, той тренировкой, с которой мы прошли. Because we are taught like there are the concepts, but at some stage we have to go to the ultimate realities. Потому что нас учили, да, то, что есть концепции, но на определенном уровне мы должны переходить к конечной действительности. And through the changes on those ultimate realities, actually that calmness and all occurs or happens. И через изменения вот в этой конечной действительности там уже начинают происходить вот эти изменения, вот то, что вот это спокойствие начинает появляться. So even if we think we are using the concepts, actually we are dealing with the ultimate realities. Ну и even if we think we're using the concepts, we're using like what he mentioned in the question, no? We think we are using the concepts. But okay, for example, I make a dog or image of a dog with my hand. So, okay, you maybe think like, okay, like bow, no, like a dog.
but actually Uh, the hand is making that, right? We see maybe just the shadow, like a dog figure, right? Or a bird or a butterfly. So likewise, actually, we looking at the shadow and we see, oh, it looks like a dog or a butterfly or some other animal, no, like a duck or something. But actually, the hand is making it, right? So likewise, the ultimate reality is one that is actually doing it. But we can look into the or think like the conceptual reality is doing it, right? mhm. Like we are looking at the shadow, basically. No, that's just Everything happens example, on the... That's just example. Ну и тут тоже, да, тогда продолжим. Ну и тут похоже, что ну, можно привести пример, как с тенью. То есть мы можем что-то, какие-то фигуры рукой изображать, и там будет тень будет похожа на собаку или там на утку, на какое-нибудь там еще другое животное. Вот, и можно смотреть на тень и думать то, что там вот есть какое-то животное, но на самом деле то, что это все, ну, как бы создает, это вот на уровне конечной действительности параматха само происходит. So Bhante, so this example, you just so this everything happens on the level of the concept, on the ultimate reality, all these movements, but we look at the shadow and we see that we think that there is like a dog or some other animal, basically. And this is conceptual level already. Yeah. And we think No, sometimes the conceptual reality is the one that is working, but actually like the hand is making all those images, no? So likewise, the ultimate reality is the one actually doing all these things. Ну да, то, что мы при этом смотрим только на саму вот эту тень, на концепции, вот, и думаем, что там все происходит, вот, но на самом деле конечная действительность — это то, что и создает все вот эти концепции тени в этом примере. Да, тогда в следующий раз ответим на этот вопрос. Да, извините еще раз за проблемы со связью. So thank you so much, Vasily, for translating, and thank you all for participating. Hope Bhante was here, and thank you for having me also. And have a good night and a good rest. Да, спасибо, Василий, за перевод. Спасибо, что вы все сегодня пришли. Спасибо, что меня позвали. Вот, конечно, хорошо бы было, чтобы Бханте тоже был здесь. Вот, да, всем доброй ночи.